Привет, с вами Алена, и сегодня мы сделаем коррекцию. Вот такие сильно отросшие ногти. Они, конечно же, будут сюрпризиком. У нас тут есть трещины, разные отслойки, неправильно подставленные формы, и, как следствие, видите, такая неприятная ступенька, та, которая постоянно цепляется за волосы. Пишите в комментариях, кого тоже бесит мыть голову или расчесываться, и что туда постоянно цепляются все эти волосы, еще и отрываются. А еще у нас есть особенный пальчик указательный, он такой с детства у моей клиентки. В общем, что-то там с ней случилось, и теперь с краешку у нее всегда вот так он отслаивается по синусу. Осмелюсь предположить, что, наверное, там был когда-то заусенчик, который она оторвала, что-то воспалилось, в общем, что-то потом поменялось. Поэтому снимем все покрытие и начнем подготовку ногтей. Я для этого использую пилочку 180, как всегда, и опиливаю ногти просто на черновую, то есть не окончательный вариант, мы еще будем там что-то допиливать, что-то доделывать. И самое главное, что мы сначала замерим длину. Так как ногти длинные, я вижу, что они неправильной пропорции, я измеряю с помощью циркуля. Ведь есть такое интересное правило, когда средний ноготок на 1 мм должен быть длиннее, чем указательный и безымянный. Также напишите в комментариях, знали ли вы об этом правиле или нет. А мизинчик, кстати, должен быть на 1 мм короче, чем указательный и безымянный. А большой должен быть равен или на 1 мм больше, чем средний. Вот такая вот схема, и, честно говоря, я ее запоминала очень долго. Я ходила на курсы повышения квалификации, обучалась там моделировать ногти, и сложнее всего мне далась именно эта схема. Честно сказать, пару недель я подглядывала в шпаргалку. А тут мы уже занялись срезом. У меня, как всегда, ножнички с изогнутым кончиком. Картинки обязательно вставлю. И тут шлифовка. Я сегодня решила шлифовать силиконово-карбидным шлифовщиком. А то вы меня все время спрашиваете, почему не он. Можно, и чтобы был он. А здесь я пробую лайфхак из интернета. Попробовала антисептик, обезжириватель щеткой стряхнуть. Но это не самое главное, потому что самое интересное сегодня в этом ролике — это новый бренд у меня на обзоре, он называется Luna Line. И тут целая куча прикольных продуктов, базы, жидкие полигели, блестящие топы, необычная база, скотч и даже однофазные гель-лаки, которые подойдут, например, на педикюр. Но наше внимание привлекли шестигранники, блесточки и, конечно, неоновый оттенок. И куда без гелей? Понятное дело, что мы взяли молочный. Все-таки, наверное, это самый популярный цвет. Нанесем бескислотный праймер и займемся базой. Смотрите, база у них очень прикольно выглядит. Она вот в таком вот стиле, похоже масло на масло для кутикулы, но на самом деле это база. И, кстати, я проверила, она оттуда не вытекает. Это очень-очень приятненько. И хочу сказать, что бренд Luna Line известен и особенен, если есть такое слово, тем, что это очень бюджетный ценник, абсолютно бюджетные материалы для ногтей, но при всем при этом имеют они достойное качество и, конечно, очень большой ассортимент. То есть там, мне кажется, на любой вкус и цвет просто можно найти все, что угодно. Вот, например, неоновый гель-лак красивого розового оттенка, то есть прямо летний цвет, который точно должен быть у всех. Нанесу в форме ленивого френча и дальше с помощью кисточки для градиента сделаем растяжку по липкости, потому что сверху у нас будет что? Правильно, молочный гель. Обожаю перекрывать молочным гелем вот такие ленивые градиенты. Главное, чтобы этот гель был не слишком сильно плотный, вот именно такой, как этот оттенок, потому что если вы возьмете супер белый, то классного эффекта растяжки у вас не получится, а если возьмете полупрозрачный, то будет прямо как у меня. Но помните, что близко к кутикуле подводить не нужно, это у вас закроет все ваши красивые блестки. Поэтому чуть-чуть отступаем от кутикулы и получаем вот такой красивый результат. Сверху, конечно, мы все перекроем топом, топ-кристалл или, может быть, кристалл, но главное, что он прозрачный, не течет, легко разравнивается. Я помогаю себе тоненькой кисточкой, и сейчас будем любоваться результатом. Но по секрету скажу, чуть забегая вперед, что внутри у нас тоже будет интересный вариант перекрытия. Мы не оставили изнанки, но для начала их нужно исправить, потому что здесь есть очень большой объем материала, который нам будет мешать. Поэтому берем
фрезу малышку и осторожно нивелируем все недостатки. Главное, вот когда с этой стороны пилить будете, чтобы фреза у вас не прокрутилась сквозь красивую сторону ногтя и не испортила вам весь маникюр. Также маленькие недочеты я всегда поправляю алмазной фрезой. Кстати говоря, это совсем не портит вашу фрезу. Многие думают, что гель ей пилить нельзя. Очень даже можно. Главное правильно потом чистить. И дальше изнаночки мы покрасим блесточками. Конечно, у нас есть блестящий топ, светоотражающий, и почему бы не перекрыть им. Единственная проблема, которую я испытала, я не могу нормально это все снять, потому что не видно, что классно блестит, но знайте, что блестит очень-очень круто. В общем, пишите в комментариях, как вам такой вид маникюра. Мне кажется, что это очень по-летнему. Посмотрите, какой он вкусненький. В общем, жду ваших комментариев.